При получении в судебном процессе заключения эксперта, не отвечающего вашим интересам, необходимо провести детальную оценку его содержания, что в документальном эквиваленте соответствует рецензии или проекту рецензии, когда мы говорим об этапе прения и подбора специалистов для включения их в процесс на стороне доверителя. Проект рецензии с аргументированным содержанием позволяет убрать эффект договорника и синхронизировать позиции приглашаемых вами специалистов в плане разброса диагнозов, что в психиатрии встречается достаточно часто. Путем несложных манипуляций с поисковиком вы найдете множество коммерческих организаций, описывающих свои услуги по рецензированию в различной терминологии. Но по сути все сводится к последовательному анализу по 6 критериям, что шифруется в аббревиатуре PODCAT. Это унифицированная методика оценки содержания заключения, которая акцентирует внимание на логичных и очевидных вопросах, оставляя за кадром малозначительные, дискутабельные и недоказуемые моменты. Никакого маркетинга, только дело. Итак, оценка заключения эксперта производится по 6 взаимосвязанным между собой критериям, понятным для судейского корпуса. Полнота, объективность, добросовестность, компетентность, аргументированность и трансформируемость. Тут следует напомнить, что любое судебно-психиатрическое заключение, в каком бы государстве оно ни производилось, состоит из 4 фундаментальных частей: титульного листа, исследовательской части, обоснования и выводов. Критерий полноты экспертного исследования подразумевает, что исследовательская часть содержит весь объем материалов, предоставленных для производства исследования, включает сведения, полученные в результате собственного исследования, а в части обоснования, помимо собственно обоснования, приводится последовательный анализ данных исследовательской части и достаточная дифференциальная диагностика с формулированием гипотетического континуума, вытекающего из вопросов и исследуемой ситуации. Объективность. Итогом объективного познания должно стать знание, которое способно в рамках установленных границ объяснить факты явления. Однако в психиатрии часто заключения эксперта по тем или иным причинам носят субъективный характер, при котором часть сведений, содержащихся в исследовательской части, игнорируется, а обоснованием могут выступать отсылки к отсутствию данных, нарушая логику в сторону превалирования несуществующего над установленными фактами. Добросовестность предполагает соответствие проведенного исследования порядку, установленному законодателем, локальным нормам и инструкциям подразделения в случае, если экспертиза проводилась в учреждении, а также соответствует общенаучным и специфическим требованиям общенаучного и медицинского характера. Кроме того, нарушение принципа добросовестности происходит в части невыполнения своих процессуальных обязанностей, подачи понятных всем объяснений по существу выполненного заключения, что свидетельствует о недобросовестно проведенном исследовании и логично продолжается в следующем критерии. Компетентность подразумевает, что исследование проведено специалистом в пределах своей квалификации, что всегда требует особого подтверждения как в плане документального бэкграунда, так и в адекватном транслировании информации при соблюдении принципа добросовестности, то есть даче пояснений по существу вопроса в ходе допроса. Аргументированность или обоснованность подразумевает описание следствия, логично вытекающего из исследовательской части и его соответствие литературным источникам в границах методологии исследования. То есть решение может быть либо необоснованным, не иметь под собой логической взаимосвязи с фактами, либо выглядеть по форме логично, но без возможности его верификации в общедоступных и литературных источниках. Трансформируемость подразумевает, что аргументация, приводимая в обоснование, однозначно, что в психиатрии часто не выполняется. В очном допросе при отличной трактовке одних и тех же фактов, радикально меняющих конечный результат, эксперт может заявить о непрофессиональном оценочном суждении оппонента, не приводя каких-либо позитивных доводов, что препятствует всестороннему рассмотрению вопросов по существу. Поэтому при подготовке рецензий и последующему допросу необходимо запасаться позитивными доводами, всегда держать в уме понятие добросовестности. Как вы видите, все критерии взаимосвязаны, и выявляя нарушения по одному из предложенных критериев, можно наглядно проследить и обосновать нарушения в остальных 5. Причем данная система подразумевает не только задокументированное в виде заключения исследования, но и последующую оценку запротоколированных ответов эксперта,
что позволяет при грамотном ведении процесса поднимать вопрос о повторной экспертизе по существу в широком спектре процессуальных ситуаций. Мы всегда доступны в Telegram по вопросам оперативного практического применения озвученных тезисов. Контакты перед глазами и под видео.